На афгано-пакистанской границе вспыхнули ожесточенные бои вдоль всей линии Дюранда. По данным афганских и региональных источников, столкновения между силами движения «Талибан» и пакистанской армией происходят сразу в нескольких приграничных провинциях, включая Кунар, Нангархар и Гильманд. Как сообщает портал Tolo News, подразделения талибов атаковали пакистанские пограничные позиции с нескольких направлений. В ряде районов пакистанские войска были вынуждены отступить. По информации источников, афганские формирования нанесли удары по позициям пограничников с разных направлений, что вынудило их оставить часть укреплений. Днями ранее Пакистан нанес авиаудары по Кабулу, что, по заявлениям афганской стороны, стало непосредственным поводом для ответных действий. В ходе боев обе стороны применяют артиллерию, ведутся обстрелы вдоль линии укреплений. По данным Tolo News, в результате столкновений ликвидированы по меньшей мере 5 пакистанских военных. В свою очередь, пакистанская сторона сообщила о гибели 12 своих военнослужащих в результате атак со стороны афганских подразделений. Талибы активно перебрасывают подкрепления на фоне резкого обострения ситуации. В нескольких секторах линии Дюранда продолжаются интенсивные боестолкновения с применением тяжелых вооружений. По последним сведениям, в небе зафиксирована активность пакистанских боевых самолетов. Афганские официальные лица выступили с резкими заявлениями. Представители правительства Талибана осудили авиаудары пакистанской армии по Кабулу и ряду других районов, включая Хост, Пактику и Нангархар. По их словам, Пакистан вновь нарушил воздушное пространство Афганистана, нанеся удары по гражданскому объекту недалеко от линии Дюранда и совершив налет в районе столицы. Афганская сторона заявила, что подобные действия являются нарушением суверенитета страны и оставляет за собой право на защиту. Министерство обороны Афганистана в комментарии телеканалу Аль-Джазира подтвердило начало военной операции в ответ на действия Исламабада. В ответ на авиаудары Пакистана по Кабулу, Хосту и Нангархару мы начали военную операцию. Наши силы ведут бои с пакистанской армией в 7 приграничных провинциях, заявил источник в ведомстве. Наблюдатели отмечают, что между Афганистаном и Пакистаном исторически сохраняются системные противоречия – политические, территориальные и этнические. Граница Дюранда, проведенная еще в 1893 году между Британской Индией и Афганистаном, остается главным источником напряженности. После образования Пакистана в 1947 году Исламабад унаследовал эту линию как государственную границу. Однако Афганистан ее официально не признавал, считая, что она разделила пуштунские земли. До сих пор Кабул заявляет о правах пуштунов по обе стороны границы. Вдоль линии Дюранда проживают миллионы пуштунов, крупнейшая этническая группа Афганистана и одна из ключевых в Пакистане. Афганские власти традиционно поддерживали идею создания единого культурного и этнического пространства, что вызывало раздражение в Исламабаде. После 2001 года стороны неоднократно обвиняли друг друга в поддержке вооруженных формирований. Пакистан утверждал, что Кабул укрывает боевиков, атакующих пакистанские военные объекты, а Афганистан, в свою очередь, обвинял Пакистан в содействии движению «Талибан». После возвращения талибов к власти в 2021 году напряженность усилилась. Кабул заявляет о нарушениях границы и авиаударах со стороны Пакистана, а Исламабад – о поддержке афганскими властями боевиков Техрик-е Талибан Пакистан. Вдоль границы нередко происходят перестрелки и разрушения пропускных пунктов, особенно в районах Торкхам и Спинбалдак. Отношения двух стран остаются сложными и нестабильными. В последние годы Пакистан проводит масштабную депортацию афганских беженцев, что стало новой точкой напряжения. Всего за последние месяцы из страны высланы сотни тысяч человек, а ранее около миллиона афганцев, прибывших еще во времена предыдущих войн. Нынешние боестолкновения считаются одними из наиболее масштабных между вооруженными силами Пакистана и движением «Талибан» за последние годы. Пакистанские власти обвиняют афганскую сторону в поддержке пакистанских талибов, которые совершают нападения на военные объекты в провинции Хайбер-Пахтунхва. Силы пакистанского крыла Талибана насчитывают, по данным экспертов,
около 10 тысяч человек и ведут борьбу против армии, пытающейся взять под контроль зону свободных племен. Исторически линия Дюранда разделила пуштунские племена. Часть их осталась на территории Пакистана, а часть — в Афганистане. Афганские власти не признают эту границу и оказывают политическую поддержку племенным группам, которые противостоят Исламабаду. Также Пакистан обвиняет афганскую сторону в поддержке белуджских вооруженных формирований, действующих в провинции Белуджистан и в районе стратегического порта Гвадар. Отметим, что ядро вооруженных сил Афганистана, согласно открытым данным, насчитывает около 170 тысяч бойцов, а в перспективе — до 200 тысяч. Формально руководство вооруженными силами Афганистана осуществляет руководитель Исламского Эмирата Афганистана Хайбатулла Ахундзада. На практике оперативное управление лежит на министре обороны Мохаммаде Якубе Муджахиде, сыне основателя движения Муллы Омара и начальнике генерального штаба Кари Фасихуддине Фитрате. Оба командующих обладают значительным боевым опытом, приобретенным во время конфликтов с иностранными силами и прежним афганским правительством. Отметим, что афганские формирования остаются одними из наиболее боеспособных в регионе. Эксперты напоминают, что ранее вооруженные подразделения Талибана уже вступали в краткосрочные конфликты с Ираном на границе по реке Гильманд, что также привело к потерям с обеих сторон. Нынешняя эскалация несет риски для всего региона. Аналитики предупреждают, что возможное продолжение боевых действий способно повлиять на торговые и транспортные проекты, включая маршруты, проходящие через Иран и Афганистан, а также перспективы транзита к портам Карачи и Чабахар. На этом фоне Индия и афганские власти восстанавливают отношения. Индия повысила статус своей технической миссии в Кабуле до полноценного посольства, передала 20 машин скорой помощи, медицинское оборудование и гуманитарную помощь, а также расширила визовый доступ для студентов, предпринимателей и пациентов. Запущены новые прямые авиарейсы. Обсуждается углубление торговых, водных и горнодобывающих связей. Обе стороны подтвердили намерение сотрудничать в вопросах безопасности и заявили о недопустимости использования афганской территории для атак на трети страны. В конце отметим, что, несмотря на то, что Талибан уже объявил о завершении операции против Пакистана, ситуация вдоль афгано-пакистанской границы остается крайне нестабильной. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении воздушного пространства и провокациях. Международные структуры призывают Кабул и Исламабад к сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации, способной перерасти в масштабный военный кризис на юге Азии. Следите за обновлениями вместе с Регньюз, чтобы не пропускать самые важные события и аналитику по ситуации в Афганистане и Пакистане, а также по всему миру. Подписывайтесь и оставайтесь в курсе всех ключевых новостей.